Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня у нас очередное видео в рубрике по заявкам подписчиков. Будем шить пышное платье для куклы. Сначала я планировала сделать это платье в осенних оранжевых тонах к Хэллоуину, но мой фотоаппарат решил иначе. Ну что ж, тогда буду делать новогоднее платье. А юбка у меня будет по форме окружности. Для экономии материала я вырезала 2 четвертинки и 1 половинку окружности, но можно вырезать и сразу целую. Не забудьте сделать сзади разрез. Для своего платья я взяла вот такую плотную ткань, точно уже не помню, то ли шелк, то ли тафта. А для пышного подъюбника возьму вот такую мелкую сетку, фатин. Она мягкая и очень объемная в складках. Кроме того, у меня есть вот такой кусочек фатина с вышивкой. Долго не знала, куда его пристроить, но думаю, вот тут он будет как раз к месту. Но вы можете брать абсолютно любые другие ткани, желательно не тянущиеся. Для начала сшиваю центральную часть платья и передние и боковые. Так как эта ткань сильно осыпается, моя любимая строчка тут будет очень кстати. Расправляю припуски. И делаю строчку с 2 сторон от каждого шва, отступив примерно 2 мм. Далее пришиваю к этой заготовке детали спинки по плечевым скосам. Затем сшиваю рукава в проймы. Припуски на краях рукавов я сначала подогну к линии выкройки, а потом согну второй раз уже по этой линии. И прошиваю все вместе, отступив от края примерно 2 мм. А после этого, сложив детали лицевой к лицевой, прошиваю по боковой линии вместе с рукавами. И теперь подгибаю и подшиваю горловину. Теперь займусь юбкой. Пришиваю 2 четвертинки по бокам к половинной детали. Получается вот такая разрезанная окружность.
И теперь обработаю ее внешний край. Делаю надсечки на припусках, не доходя примерно 1-2 мм до линии выкройки. И подгибаю к изнанке. Для большей надежности можно загнуть припуски дважды, как на рукавах. И прокладываю строчку по краю. Припуски внутренних швов юбки я тоже обработаю. Загибаю их на сторону большей детали. Затем срезаю тот, который остался нижним, на половину ширины. А после этого оборачиваю его верхним . И прошиваю их. Этот метод я показывала в видео про тренч. Теперь буду формировать складки. Сделаю их так, чтобы швы спрятались внутри. Для разметки буду использовать мягкий сантиметр. Сгибаю его по форме выкройки и отмечаю нужное расстояние. Итак, методом научного тыка я разметила по 3 см на складке и 2 см на пропуске. У отрезков по 3 см складываю края к центру. Потом пропускаю 2 см и снова делаю складку. Таким чередованием драпирую всю юбку. Места со швами я решила пока не фиксировать. Почему, объясню чуть позже. Теперь совмещаю центр юбки с центром верха платья, а также совмещаю их края.
За счет того, что швы и так похожи на складки, их небольшое смещение будет незаметно, но поможет равномерно распределить ткань юбки. И сшиваю детали между собой. Так же, как и раньше, я сделала отстрочку по верхней части платья. А вот на юбке такая строчка смотрится некрасиво. Поэтому эти припуски я обработаю иначе. Прошиваю их швом через край. И теперь зашиваю юбку снизу примерно до середины. Шов буду обрабатывать так же, как и боковые. А на оставшуюся часть я пришью застежку. Можно взять липучку, крючки, кнопки и тому подобное. Ну а я беру молнию шириной 3 мм и срезаю лишнее по ширине, а также обрезаю молнию до нужной длины. Вкладываю ее в разрез и, подогнув припуски, фиксирую ее булавками. А затем прошиваю, отступив примерно 1 мм от зубцов. И плотно зашиваю срезанный конец. Теперь буду делать пышный подъюбник. Его я планирую сделать из 2 фатиновых юбок. Беру вот такую полоску. У меня она будет с вышивкой, но можно делать и всю однородную. Эта полоска шириной 8 см и длиной примерно 72,5 см. Прошиваю 5 мм от края простым швом вперед иголка. А затем постепенно собираю ткань в гармошку. Подгоняю длину фатина под длину верхней юбки. И фиксирую нить. Теперь второй подъюбник. Для него я отрезала длинную ленту 1,5 см в ширину. Чем длиннее будет лента, тем больше складочек из нее можно сделать, и тем пышнее будет юбка. Также можно взять несколько коротких лент и сшить их между собой в одну. Закрепляю нить с одного края на середине ширины и прошиваю всю ленту швом вперед иголка.
периодически стягивая ткань. Теперь беру другую полоску фатина шириной 8 см. У меня этот кусок получился длиной 85 см. Затем совмещаю ее края и края тонкой полоски. По возможности равномерно распределяю сборку. Для удобства фиксирую булавками и пришиваю оборку. После этого таким же образом делаю сборку с другого края широкой полосы. Сшиваю между собой обе эти пушистые юбочки. А затем на края пришиваю две тонкие ленты для завязок. При желании можно нашить юбки на более широкую тесьму. И вот такое пышное рождественское платье у меня получилось. А свои работы по моим мастер-классам выкладывайте в Instagram с хэштегом HioDollCraft. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. А если вы хотите, чтобы видео выходили чаще, рассмотрите возможность поддержать меня на Patreon. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!